Всех приветствую. Сейчас на улице 22 февраля 2023 года. Практически год назад произошли те события, из-за которых огромное количество жизней, огромное количество судеб разных совершенно людей либо оборвались, либо изменились безвозвратно. Мы решили, что к этой дате мы хотим сделать что-то новое, не просто поговорить с каким-то человеком, который был и принимал какое-то участие, может быть, в этих событиях, а решили просто спросить, что вы чувствовали в тот злополучный день 24 февраля 2022 года. К сожалению, мы спохватились с этой идеей довольно поздно, но я благодарен тем людям, которые нам прислали их истории. Сейчас будет сделано маленькое объявление. Мы обновили наш сайт нашей компании, если кто-то не знает. Ссылочка на нее будет в описании нашего видеоролика, этого видеоролика. Там будет теперь на постоянной основе ссылка на Google форму, и на протяжении этого года мы будем выставлять либо вопросы, либо обсуждения на определенную тему. Как вы относитесь к этому, как вы относитесь к этому. Грубо говоря, собирать ваше мнение, может быть, ваши истории и так далее. Поэтому переходите на сайт и следите за новостями, за обновлениями по этому вопросу. Мне больше нечего добавить. Приятного просмотра и следите за новостями. Я никогда не думал, что моя жизнь изменится настолько быстро и кардинально. Все началось в тот злосчастный день для моей семьи. Я жил и продолжаю жить в своем родном городе Харьков. В ту ночь я не спал, так как рьяно готовился к экзамену, который был назначен на утро следующего дня, 24 февраля. Понимание того, что эта ночь будет не такой, как все предыдущие, дошло до меня с ярким заревом, которое я увидел вдалеке, благодаря тому, что я живу в многоэтажном здании. А затем послышались и звуки прилетов, и ударные волны от них. Зашел в Телеграм, где везде были сообщения с одним смыслом. Началась война. Полномасштабная война. Как бы это смешно ни звучало, я не поверил. Не поверил даже несмотря на то, что подтверждение всему этому происходило буквально у меня за окном. До самого утра, до часов 10, я находился в прострации. Я на автомате уже отвечал своим родным и друзьям, что все хорошо, я в безопасности, не переживайте. Даже помню, что неудачно пошутил, ответив: «Какая война? Какие взрывы?» И я вот только проснулся и собираюсь в университет на экзамен. Конечно же, экзамена не было. Все замерло, по крайней мере для меня. Следующие месяцы мне тяжело вспомнить. Они все перемешались в один день в виде перебежек из квартиры в бомбоубежище, решение вопросов, связанных с едой и лекарствами, перевозка гуманитарной помощи, возврат Харькова и моего района обратно в родную Украину. Много чего произошло. А я до сих пор не могу поверить, что это было. Ведь с Харьковом, надеюсь, ситуация уже решилась, но где-то это все еще происходит. За месяц до начала событий я была у родни за городом. Отдыхала и совершенно не чувствовала эту напряженность, про которую все говорили в начале 2022 года. Приехав же обратно, на меня попросту обвалился шквал новостей из всех сторон. Из телеграмма, от друзей, знакомых, и это волнение передалось и мне. Но решив, что разберусь со всеми этими инфоповодами в своей голове поступательно, я легла спать. На телефоне была дата 23 февраля. Около 5 утра, самый сон, раздается взрыв. Еще один. Все дрожит. Третий взрыв. Для меня стало сразу понятно, что война. Включайте телевизоры, включайте новости, звоните всем, просыпайтесь. Потом нашей с семьей споры, уезжать или нет. А если уезжать, то что брать? Сколько вещей? А если не уезжать, то к чему готовиться? Как защищаться? А стоит ли вообще защищаться и лишний раз провоцировать? Первые сутки я опишу одним словом – растерянность. Даже не ужас и страх, а именно что растерянность.
тот день не должен был стать особенным. Подъем рано утром, школа и так далее. Но вместо того, чтобы вариться в своей рутине и беспокоиться о повседневных вопросах, я стал свидетелем событий, которые не имеют права больше повторяться. Утро, взрыв. Родители сразу сказали, что произошло. Быстрые сборы, выезд в сторону Одессы. Огромные пробки, в которых я, не отпуская телефон ни на секунду, обновлял ленту в новостных пабликах, узнавая о новых прилетах. Доехав к родным в Одессе, мой отец вернулся в Николаев и поступил в ряды ВСУ добровольцем. Спустя несколько месяцев он вернулся инвалидом. У меня много мыслей по поводу всего. Я, наверное, могу вспомнить буквально каждый день, прожитый за этот некалендарный год. Такое ощущение, что я постарел ментально и нахожусь уже в глубоко преклонном возрасте, хотя мне всего лишь 17 лет. Но, несмотря на это все, я с надеждой смотрю на будущее своей страны и моего народа, который в тяжелый период смог устоять и отстоять свободу и мир, который нас окружает.